Всем доброго времени суток! Сегодня у нас видео посвящено новому элементу игры, это ландшафтам, который уже будет добавлен в другие проекты от FunPlus несколько месяцев назад. И только вот до нас дошло. Значит, сейчас началось новое событие «Начертано в звездах». Я расскажу про призы. У меня, слава богу, были накоплены эти все астрологические карты. Другого события я не стал их тогда тратить. Параллельно у нас идет событие на Хэллоуин. Мы на второй день событий уже здесь все открыли, все выкупили, весь магазин с каждой фермы. То есть это вот скины, скин на замок, скин на поход, на элемент декора этот вот неоновый. В общем, неплохой ивент, как бы командный, много серебра падает здесь, где-то миллионов 15 уже мне выпало только на один аккаунт. Вот видите, то есть сколько выпадает, 2000, получается 2500, 25 тысяч серебра вот с одного. То есть очень много здесь, очень щедрые награды. Давайте мы перейдем к рассмотрению. Так, все у меня готово. Как раз таки здесь выполнить задание предсказаний. Вот мы подтверждаем выполнение последнего задания. Заходим сюда. И, соответственно, получаем награду. Нам нужно 10 тысяч очков. Сейчас я объясню, почему именно 10 тысяч. Так, перезаходим сюда и делаем один поворот. Значит, здесь я выиграл просто так вот 100 новых свитков. Вот. Главный приз это вот новый декор, о котором сейчас будем говорить. Непонятно, что он дает, то есть здесь они не пишут, какие именно бонусы, но вот для чего мы именно потратили все имеющиеся у нас астрологические карты, чтобы получить вот этот вот приз. Так, вот здесь как раз он предлагает прокачать либо существующие элементы декора, либо выбрать новые элементы декора. Давайте рассмотрим, что мы можем здесь сейчас выбрать, что у нас уже есть. Значит, у нас есть мельница. При улучшении, тем более, заметьте, здесь нужно целых 2 мельницы, чтобы на 1% поднять. Не одна мельница, а 2. У нас есть горные источники. Это на кавалерию, 1% здоровья кавалерии. И есть здоровье войск дальнего боя, также 1%. Теперь, что у нас тут? Вопрос в том, что здесь придется сейчас смотреть, что вот эти все облики, так, нам нужно посмотреть. Значит, мы не рассматриваем сейчас мельницу, не рассматриваем этот фонтан и горные источники. 3 скина не рассматриваем, 3 элемента декора. Нам нужно посмотреть, что дает изысканные садовые качели, цветочный павильон, беседка с плющом и площадь мелодий. Как я помню, я хотел себе площадь мелодий. Так, для этого нам нужно зайти подробнее и вот здесь глянуть. Значит, сейчас разыгрывается в этом событии, давайте название посмотрим, эпический священный единорог. То есть разыгрывается именно то, что мне не нужно, так как я не играю. Вот он, атака пехоты. Понятно. Вот, что мы можем сейчас выбрать, получается. Здоровье пехоты, там будет 1%, плюс 1%. Атака кавалерии, 1%. Атака пехоты, 1%. Вот, атака войск дальнего боя. То есть вот эту вещь я хотел себе. Сейчас мы ее как раз с вами получим. Это гораздо выгоднее, то есть, как вы видели, здесь нужно 2 предмета, чтобы прокачать. Поэтому выбираем сейчас, фиксируем, внешний вид запомнили, название сейчас, вот, площадь мелодий. Выбираем площадь мелодий. Так, он появился теперь вот тут. Ну и ставим вместе с другими. Оп. Все. Теперь у нас площадь мелодии, проверяем. Атака войск дальнего боя, есть еще 1%. Отлично. Далее, сейчас я поставил новое снаряжение, вот только что. Теперь у нас есть совокупный бонус от этого снаряжения. Я сразу же здесь поднялся на первое место. 12 миллионов очков. Вот. 12 миллионов очков, и всего лишь за эту прокачку я сразу же в топ-4 событий, причем очень небольшой отрыв от топ-3. То есть, возможно, мне, кстати, немножко остается, чтобы прокачать еще один предмет снаряжения на уровень... О, обратите внимание, у меня целых накопилось уже 110 тысяч алого золота. Неплохо. Вот, то есть нужно всего лишь 18, чтобы прокачать еще один элемент. Я буду качать вот это вот на доп. Лимит похода. Однозначно. Ну, или пока что временно для того, чтобы бить Титана, прокачаю меч Короля Солнца, чтобы здесь прибавилась атака войск дальнего боя. Потом, если что, перекачаем, уже исходя из потребностей. Вот эта вот прокачка меня выбила в топ-1 по силе. То есть у меня было где-то 940 миллионов. А стало
986 миллионов, то есть 46 миллионов прокачка чисто из-за снаряжения, именно из-за нового снаряжения по сравнению со старым. Дает оно, правда, очень много, действительно, но его есть смысл качать только при наличии 6 элементов. Почему нужно наличие 6 элементов? Обратите внимание, здесь играет роль совокупный бонус. Вот. То есть у вас элементы предыдущего снаряжения, если находятся на заточке плюс 3, то вам нет смысла качать какой-то 1 или 2 элемента нового снаряжения. Вам есть смысл только когда у вас есть именно что 600 свитков новых. Тогда да, вы меняете, получаете вот эти вот очки на события и подготовка КВК. Вот это вот 6 элементов дает как раз вам бонус плюс 20% к атаке войск. В самом конце открывается. И здесь тоже, то есть усиление плюс 30%. Вот, теперь у нас наивысший счет. Почему-то здесь показывает, что он у меня сейчас текущий не наивысший, это как-то странно. Ну ладно, может, не обновилось. Что еще хотелось сказать? Ну да, понятно, добавили новый здесь набор для донатеров, которые меня могут обогнать вот так вот 3 раза купить по $100 здесь, потратить и получить вот эти 270 штук. Как раз таки сегодня уже Т11 поставила, вот эта главная донатерша, она просто взяла и в игру запульнула. Так, вот еще пошли донаты. Временный набор астрологии покупают, чтобы меня догнать. А я даже ничего не покупал вообще, видите, нет, никаких у меня покупок вообще нет уже довольно давно в этой игре. Сейчас я его найду. В общем, $100, вот она потратила $100 и сразу поставила Т11 на знаке аристократа. Там было хорошее предложение. Вот. Так что так, вот у нас 4 элемента теперь снаряжения. Мы по исследованиям сегодня прокачали до 35 уровня Академию и поставили самое мощное исследование на атаку войск дальнего боя. Оно даст плюс 6%, вот 35 дней оно идет. Это почти самое долгое исследование. Следующее, самый топ, это топ-2, получается, по продолжительности, а топ-1 это 40 с чем-то дней, это на лимит войск в походе. Всего плюс 5000 добавляется, но 40 тысяч. Ой, 40 дней. Вот. В общем, события, вот здесь единственное, что можно сферу обменять соотношение 5 к 1. В будущем также можно будет менять знаки аристократа на знаки маркизы. Они всегда вот такую здесь пропорцию такую составляют. Дальше у нас еще идет вот такое событие. Здесь вот как раз таки дали вот этот элемент ландшафта. Ну, вот, оно стоит своих 1000 рублей, так как здесь, видите, огромная прибавка именно по стягам найма. И вот по этим новым сундучкам, где уже находится знак аристократа. И еще, что я хотел сказать в этом видео. Значит, вот почему мы достигли 10 тысяч, потому что мы выбрали недостающий нам вот этот вот элемент ландшафта. Это мне чисто повезло, что я выиграл 100 штук здесь свитков. Позволило мне сделать прокачку уровня. Здесь вот это обычный элемент, который уже часто выпадал, это вот для красоты. Пока разработчики не добавили возможность просматривать замок у любого лорда, поэтому что здесь украшать, может быть, только чисто для себя, а так смысла нет. Здесь должна появиться функция «Посмотреть замок». Ну, как видите, нет такого. А теперь давайте рассмотрим именно награду за рейтинг. То есть здесь получается 60 знаков аристократа за первое место, которое у меня сейчас 60 этих новых свитков. И абсолютно то же самое не отличается по характеристикам. Вот давайте посмотрим. То есть атака войск дальнего боя плюс 3%, а урон войск дальнего боя плюс 5%. Очень топовая вещь, да, согласен. Вот уже донатеры присоединились здесь, сейчас будет меня обгонять. Я повторюсь, что я ничего здесь не тратил. Следующая такая вещь будет доступна только вот при 200 тысячах очков. Такого никто не наберет. И 70 тысяч тоже никто не наберет. Вот, то есть самое главное здесь 10 тысяч было набрать. Среди королевств уже есть топовый донатер из Гога. Уже 191 тысяча у него, не знаю, сколько у него столько денег вообще. Там он в топе среди всех самых сильных игроков. Вот он. И видите, такие люди здесь с нами сейчас соревнуются. Просто завод по производству денег здесь. Дальше у нас здесь еще идет 7-дневный вход. Тоже выгодно в целом. Здесь давался как раз облик элемент ландшафта мельница, 130 знаков аристократа, 130 знаков стягов найма. Дальше было событие на найм героев, и я вырвался всего лишь потратив 1500 стягов найма в топ-10 и получил сундуки и вот эти вот фрагменты частицы звездного света. И за топ-10 получил вот еще вот эти сундучки, там 3 сундука вроде. И по ходу события тоже еще 7 штук накопил. Открыли героя, поднял как раз таки мощь. Вот. Это с ним просто повезло, так событие было на найм именно этого героя. Пусть будет. Тем более в Stormshot добавили функцию назначения героев.
У нас тоже не скоро будет такое. Чем больше героев, тем лучше. Так что лишним не будет. И теперь последнее, то есть мы посмотрели с вами, что здесь награда не отличается, вот это вот одна и та же для топ-1 и топ-10. Награда одна и та же. А вот награда среди всех королевств тоже дается за первые 10 мест. Дается больше этих свитков 100. Хотя даже маловато, конечно. То есть я, получается, эти свитки сейчас бесплатно просто выиграл в этой рулетке, а это дается топовому донатеру среди всех королевств. Надо было здесь сделать 200 или 300. Ну, 100 это смешно. А именно бонус какой? Крутой, соглашусь. Именно что? То, что нужно. Атака войск плюс 4% и урон от армии плюс 8%. Для этой игры это реально имба. Вот. Ну и даже этот скин, который я сейчас 100% получу, так как вот я не потратил ни рубля, появилось событие на пополнение, тоже все, то есть топ-10 это точно мой будет, я этот скин обязательно заберу. И теперь осталось только копить знаки аристократа и качать. Вот я поставил на 32 уровень, еще нужно накопить, ну, 1200 где-то знаков аристократа, 1100, может быть, на прокачку до 35 уровня и, соответственно, до Т11. Давайте, кстати, еще покажу вам, как я обновил свои фермы. Вот при активной игре все открыл, вот так вот выглядят сейчас фермы. Когда закончится событие, я поставлю здесь, у меня будет 1700 свистков. То есть это тоже элемент новый в игре, вот это 10 штук стоит вызвать, ну в этой игре, Старшут это давно. У меня будет 1700, то есть я смогу 170 таких вот валов из пучины вызвать. Это все буду делать в последний день, и потом нападу на фермы, заберу большую часть серебра. В последний день события будет дан такой облик летучие мыши. Будет полный комплект, на всех фермах я отмечаюсь, вот так будут выглядеть мои все 10 аккаунтов. Также в рамках Хэллоуина идет такая распродажа, и ее тоже я советую купить, так как здесь дается вот такой вот ландшафт, который я вам уже показывал. То есть один получил я отсюда, один получил я из этого 7-дневного входа. Вот, потихонечку вот так вот мы накапливаем увеличенную статистику, именно качаем свой дальний бой, чтобы вот бить своими войсками Т-10 и героями. Я до сих пор нападаю героями класса вот этого С2, 4-звездочными, так как у них тогда еще в игре можно было открыть сразу все свойства. Теперь таки эти герои бесполезны, именно 3 звезды, так как эти свойства закрыты. Мы все ждем, не дождемся, когда же наконец нам это событие по найму добавят. Здесь вот нужно еще 2 фрагмента, здесь нужно целых 3 фрагмента. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр видео. Всем до скорых встреч, всем пока.